Всем привет. Всем привет. Это Панама. Познакомился тут с Аргизом, с шеф-поваром Панама-Сити. Сделаем интервью сейчас, он расскажет, как сюда попал, чем занимается, да и много чего интересного про кулинарную индустрию в Панаме. Так что поехали. Саргиз, расскажи, пожалуйста, как ты сюда вообще попал, с чем это было связано и сколько ты здесь лет уже живешь? Окей. Сперва, дорогие, очень привет из солнечной Панамы. Панама очень красивое место. Мы пришли 23 года назад. Я специально приехал сюда с семейные отношения. У меня сестра была здесь. И мне нравилось место, и вот остался здесь. Люди очень хорошие, благодарные, очень гостеприимные люди. Гостеприимные. Это так, не забыл русский, я очень люблю русский язык. Что могу сказать? Здесь в Панаме маленькое, может быть, место. Я думаю, что 23 года я здесь знал много людей, что приехали и сделали очень хорошо свою жизнь. Работали и сделали что-нибудь. Но что-нибудь очень много, огромного. Здесь много национальных комьюнити тоже есть. Еврейская, индийская, есть арабская комьюнити тоже. Люди, как говорят, очень много иностранных людей здесь, много туристов. Все можете здесь в Панаме сделать. Может быть, касаться как говорят, языков. Очень хорошо, там много языков знаешь. Это все хорошо для тебя в Панаме. Кулинарная сфера очень хорошая, туристическая сфера очень хорошая. Все здесь может сделать. Круто. А вы на сегодняшний день сколько языков знаете? Я владею 5 языков. Это какой? Немецкий знаю очень хорошо. Страдал, но не забыл русский язык. Армянский язык, по-английски я тоже могу говорить очень хорошо. И испанский. Хорошо. Тяжело было испанский выучить? Нет, очень быстро, потому что здесь люди очень социальные. Если с кем-нибудь говоришь, и выучишь язык, надо говорить. Я понял. А с кулинарией вы давно знакомы или только в Панаме познакомились? Но я в Германии выучил мастер-шеф 4 года, и потом хотел, что у меня опыт немножко... Латинский опыт набрать, там, знать, какие другие кулинарные рецепты, и поэтому приехал. Но это был для меня этот розыск, так говорится. Окей. Поэтому приехал, и с сестрой было очень тяжело, когда один, не тяжело, когда у тебя семья есть. Да? Круто. Сейчас у меня отец и мама тоже здесь, они пришли тоже. Они живут с нами, целая фамилия здесь. Работаем. То есть дети и жена, они тоже из Армении? Да, жена из Панамка, и дети тоже из Панамы. Все, я понял. А в Германии не понравилось? Мне понравилось, потому что выучил профессию, выучил нации, язык. Но мне надо было уйти из Германии только для опыта, для кулинарной опыта другой страны. Окей. Я был в Италии, в Испании, все опыты взял. Ага. Мне надо было латиноамериканское, другое. Я понял. А по Латинской Америке, помимо Панамы, Колумбия, еще где-то были? Я был в Колумбии, из Колумбии приехал в Панаму. Ага. Колумбия тоже очень дистинкт, варьируется. Панамийская и колумбийская культура очень... Разные? Есть разность.
Понял. Колумбия очень большой. А где русскоговорящих больше, в Панаме или в Колумбии? Я думаю, в Колумбии В Колумбии больше. больше. Там есть больше из Колумбия очень огромная. Панама только 4 миллиона здесь. И маленький. А по криминалу, как считаете, кто Криминальная Колумбия. Колумбия. Панамейцы не криминальные. криминальный? Все криминальность делает эффект из Колумбии, Венесуэлы. Ага. А здесь они этих учат. Учат плохого. Ага. Я не знаю, что хорошо тебе Я понял. хотел. Ясно, Здесь маленькие люди. ясно. А вы рассказывали мне за кулисами, что у вас был ресторан здесь в Панаме, да? Да. А вот расскажите, насколько у нас был большой, что вы там продавали и почему вы закрылись? Seafood, Meeresfrüchte. По-русски это Ну, рыбный ресторан. рыбный ресторан. Да-да. У нас было очень хорошо. Мы сделали хороший опыт, хороший профит. И люди любят много здесь этой кулинарной... эти Кулинарные новинки. новинки, кулинарные новинки. Поэтому было хорошо. Этот ресторан Frutti di Mare был это название. А где находился? Находился в втором близком провинции Панаме. Чоррера. А, Чоррера. не в самой Панама-Сити? Но был в Чоррера. Окей. И все чоррианцы купили. Это большой, был хороший. Это сколько Ковид. квадратов было помещение? Это был в одном центре коммерциал. Ага. Внутри там был фудкорт, где люди кушали. Как говорится это по-русски? Комедор. Где люди кушают. Ну да, фудкорт-зона. Фудкорт-зона. Да. Там мы открыли этот ресторан. Ну у вас большой он был? Он большой. Ну то есть вот открытие ресторана, насколько оно тяжело? Какие документы нужны? Да, это не так. Разрешительные документы нужны? Разрешительные документы нет проблем. Проблема это так. Если у тебя нет Гражданство? гражданства, ты должен все это сделать имени одного, чтобы здесь гражданин. На гражданина все сделать. Если ты не имеешь гражданства, надо на кого-то сделать. Экзакт. Если у тебя есть гражданство, Делаешь все на себя. все будешь на тебя сделать, и можешь твой такс, все нормально Окей. сделать. А вот нужно получать санэпидемзаключение, получать лицензию на алкоголь. Все можешь сделать. Но это надо делать. Надо делать. Обязательно. Санитар, это алиментиция. Ну, Алименты да, санитарные заключение. надо взять. Надо одного доктора взять, да. чтобы он видел все. Санитарные нормы все проверить. Все нормы они хотят сделать, как в Европе. Как в Я Европе. понял. Окей. А можно договориться за деньги? Нет, конечно, можешь. Но нормально сделать все, нет проблем. Почему? Понял. Нормально это сделать, мы сделаем все. Здесь, в одном, у меня 5 ресторанов было. 5 нормально открыли все. Но они часто приходят, проверяют рестораны? Хотят приехать, но ты должен иметь. Они придут. С этой не жалуйся, не думай, они придут. Но тебе надо все документы. Но нет проблем, что приехал, не можешь, закрой, нету этого. Открыл, у тебя инверсии есть, ты открыл, ты взял permit, economic permit, commercial, они тебе дают такого, Ну, они $15. Я понял. Дают бланк, чтобы там ты... Это твой коммерциальный Да. бизнес. Окей. А лицензию на алкоголь тяжело получить? Все люди думают, это тяжело, но ничего не тяжело. Тяжело? Легко. $300 мне для этого ресторана $300. И любой алкоголь можно? Водку, ром, джин, да? Все можешь. А можно круглосуточно или есть ограничение времени продавать? Но можешь, когда хочешь, если у тебя ресторан,
Да. и нет, это место, где нет церкви, где нет школы. В жилом доме можно открывать или нет? А, Ну, на крыше жилого дома. можешь. Можно. Можешь. Молодец. Можешь. Если у тебя там находится ресторан, где что-нибудь гостей кушать дать, ты можешь дать один пиво и один вино. Ага. Это для этого Лицензия не нужна? Не нужна. На пиво, вино лицензия Бутылка не не нужна? может быть в столе. Только копа, как говорит это, хрустальный Да, в бокале. бокал для вина и один пиво. У тебя есть, чтоб ты То есть на бутылку пива и на бокал вина лицензия не нужна? не нужна. Если у тебя есть еда. Еда, окей. А если ты хочешь более крепкие напитки, водка, там джин, то там $300. надо. И Окей. немножко работы в интернете. Здесь Окей. все сейчас у них министерио, у них компьютерный сайт. И ты должен идти туда, сделать всю работу Понял. твоих, и бум! И через 15 дней они тебе посылают все, что надо, ты пойдешь в Банко Националь. Заплатил все, и через 2 недели у тебя Хорошо. в интернет. Ты сойдешь, копия, бум, у тебя есть. Хорошо. А вопрос, а какие здесь налоги? Налоги надо платить? Налоги надо платить для все. А какой процент? 7 до 14. От 7 до 14? Это зависит от суммы выручки? Это так, если у тебя ты ликор продаешь, напитки, ты должен твоего гостя взять 14% Налог. от клиента. Да, 14% налог. Ага. И это ты должен дать Государству. государству. А 7% когда? 7%, когда в супермаркетах это там продукты купишь. То есть, если ты открываешь магазин, то там процент 7, а если ресторан, то там 14. Это от тебя. Ты должен. Вперед ты можешь. Это, как говорят, libre, free. Free по-русски это? Бесплатно? Free, no, free, libre. Commercial, free commercial. Коммерческая, бесплатная. Но коммерческая libertad. Окей. По-другому. Если ты хочешь Ага. этот телефон продать $2000, Да. это твой прайс. Да. У тебя есть, Да. ты можешь этот прайс сделать Окей. там, для этого продукта. Окей. Если ты хочешь продать $1, ты тоже можешь сделать. Окей. Это от тебя касается. Какой прайс ты хочешь? Ну да. Ну, любую цену, это понятно, цену. да. Но надо так подбирать цену, чтобы клиента не отпугать. Да, это да, нормально. Ну, поэтому Окей. это здесь так. А по поводу вот точек, у вас сейчас на сегодняшний день одна точка, да? Сейчас у нас одна точка. А предыдущие закрыли из-за того, что ковид был, да? Ковид. То есть количество не восстановилось на сегодняшний день посетителей в рестораны или как вообще? Но у нас был хороший сегодня день, хороший день. Эти 2 месяца, что мы открыли, 2 месяца здесь работаете? у нас хорошие результаты. Никто не открывает ресторан о какое-то место, и через 2 месяца у них есть. А сколько выручка в месяц? Сейчас мы продаем 35-40 ¿cómo se llama? Порцион. Окей, не, в месяц сколько выручка А долларов здесь в месяц? 800. 800. 800? 800. 800? 800? Eight. Ну, в день или в месяц? Месяц. $800? Rent.
Или 800 тысяч долларов? No, 800. Не, выручка. Не прибыль, а выручка. Выручка. Оборот весь. Bueno, мы все купим очень дешево, очень, но дешевле. Другой, как говорят? Как говорят? Дешевый – это дешево. Ну да. Ага. Мы все делаем, чтобы купить дешевые Дешевые продукты. продукты, но сделать хороший квалитет, хороший Ну, вкусный качественный продукт. продукт. Окей. Ну, 800 долларов Это- прибыль в месяц по одной точке. Да, 800 это что мы На руки получаете. rent, В аренду. в аренду. Аренда здесь 800 долларов. Окей. А получаете, зарабатываете сколько? Сейчас это второй месяц. Я так думаю. Если мне надо, чтобы я здесь 4 месяца, надо. Вкладывать? Вкладывать, чтобы люди очень не быстро, как это. Ну, плавный переход, получение прибыли. А сколько хотите в цели получить? Здесь много. Ну, много цели людей. какие у вас цели? Хорошие цели, взять все это. Ну, сколько это в долларах? Это мы не так делаем. У одного бизнеса у меня есть прибыль, этот прибыль я вкладываю. А у вас еще другой бизнес есть? Мы хотим открыть второй. Окей. Но если этот принесет немножко прибыль, я эти деньги Во вкладываю. второй. Окей. У меня нету такого. У меня есть деньги, я хочу вкладывать. Нету. Работаю, делаю, вкладываю. Ага, я понял. Поняли? Так на сегодняшний день... Нет проблем, у тебя деньги есть, у многих людей есть деньги. Если не может что-нибудь делать, это не моя проблема. Я без ничего делаю что-нибудь. Понял. На сегодняшний день у вас пообедать за сколько можно? Сколько заплатит клиент? Сколько стоит? 4,15 хорошая еда, $5 хорошая еда, с напиткой 6,50. Ага, я понял. Работаете каждый день? У меня были блюда $25, лангоста, червячки, все. Но сейчас Окей. немножко сун. Я хочу хороший ресторан сделать. Окей. Русские тоже блюда там сделать. Хороший борщ. Русские блюда это как что? Борщ? Борщ знаю хороший. Что еще? Креветки знаю, по-русски креветки, по-российски знаю. Армянский лаваш будет? Лаваш будет, лахмаджу будет, хоровац, все будет, все. Надо вывеску на нескольких языках вешать. Я хочу такого сделать. Все, русские пришли, все русские, арабы, все пришли. Окей. Надо будет объявление сделать. Панама такое место. И такой ресторан здесь было бы хит. А знаете, сейчас на сегодняшний день есть русские рестораны? Был один русский ресторан, я не был там. Я увидел сдалека. Они закрыли. Не знаю почему. Из-за ковида? Это был До ковида? до ковида. 10 лет назад был огромный толпа русских. Ага. Много. И куда делись? Ну, пришли все, купили что-нибудь, апартмент, товар. И все сейчас. А сейчас куда, разъехались все? Но здесь живут А, тихонько. тихо, все. тихо. Понял. Ясно, Много пришли. ясно. Что рекомендуете новым людям, которые приезжают в Панаму, ну вот русскоговорящим, которые вроде хотят открыть бизнес, да, найти что-нибудь свое, устроиться на работу, как им быть? Хорошо. Здесь Панама. Ну что им делать, как найти работу, как сделать бизнес? Вот надо прийти, надо увидеть, надо людей знать, надо выучить людей, как живут люди здесь, как у них там, какие привычки есть. И там
через год ты что-нибудь будешь клеить и сделать. Будет это там, будет на ресторан или будет какой-нибудь бухгалтер. Все здесь есть. И все можем сделать. Здесь много денег, здесь канал есть. Так канал денег вам не дает же? Лично Дают вам? или не дают. Вот инверс есть. А, Для 4 миллиона людей есть деньги. Если ты что-нибудь красиво делаешь, один миллионер придет, видит, тебе купит это. Так, это так. Здесь есть тоже очень богатые люди. Очень богатые люди. Есть канал. и чем они занимаются, очень богатые люди здесь? Они не занимаются, я думаю, занимаются только политикой. Только политика. Это здесь так, я тебе дал. Или какой-то контрабанда здесь занимается? Так, но это я не знаю, это у меня, окей, есть контрабанда, потому что Колумбия там, о sea, это, как говорит neighbor, это, как говорится, ты живешь здесь, он живет здесь. Ну, Вы, контактируют, перевозят но вы соседи? соседи, соседний народ колумбиане, все здесь есть. Окей, ты пришел, был осторожен. Везде, не только в Панаме, везде должен человек себя чувствовать немножко осторожным, потому что это не твоя страна. Это нормально. Но с далекой времени ты выучишь все людей, как они делают, как они чувствуют, что им надо, что им не надо. Это все толковый человек увидит. Окей. За свои годы проживания здесь какие проблемы, 3 самые главные проблемы назовите в Панаме? Много проблем. 3 главные. Если придешь в Панаму работать для кого-нибудь, забывай, не приходи сюда. Это первое место. Если у тебя для твоей работы очень маленькие суммы, ты никуда не уйдешь. На кого-то работать не стоит. И это тебе принесет очень много проблем. Окей. Это главное. Но чтобы работать, опять нужно иметь гражданство. Без гражданства тебя не возьмут официально. Здесь можешь сделать гражданство, можешь прийти и сказать, мне нравится. И если мужик может быть влюблен в кого-нибудь и остаться здесь. Влюбиться и остаться. Влюбиться и остаться, это тоже может быть. Ага. В другой вариант это инверсионист. Если придешь, example. Example это по-русски, как говорят example? Ejemplo. Example. Окей. Если ты придешь 50 тысяч долларов, Да. это твоя инверсия. Понял. Если ты Тебе дают все, дорогой. инвестиции сделаешь, то, соответственно, тебе дадут возможности. Окей. Если у тебя есть варианты работать здесь в одном огромном компании, они то все делают для тебя, Окей. чтобы ты остался. Это Окей. там, где очень... Какие еще 2 проблемы? Язык это очень огромная проблема. Если у тебя нет языков, никого не будет толковать с тобой. Но испанский обязательно знать или можно с английским тут жить? Люди не знают много английский. Я очень думаю, здесь были американцы. Все это время. Им ни одну школу конструируют. В школе не учат английскому? Не учат, но американцы были здесь. Ни одну школу конструкцию сделали. То есть- Не помогли из английского языка сделать что-нибудь, выучить этот народ английский. Ничего, им ничего. А в школе сейчас учат только учат. испанский или английский тоже есть? Все, английский, испанский Есть. есть. И там здесь очень много private college. Private. Не публик. Ну, я понял. Private. Приватные, Private. частные. Окей. Здесь доллар, немножко здесь очень comparado. Здесь Коста-Рика дешевле, чем Панама.
Коста-Рика дешевле? А Колумбия? No, exacto. Colombia y Costa Rica дешевле. Панама с долларом очень Дороже? дороже. То есть в Панаме дороже жить? Я понял. Окей. В Панаме дороже жить, потому что здесь доллар. А сколько тогда вот вопрос возник в частной школе учиться ребенку, сколько стоить будет? В частности, ничего. Как ничего? Если не private school, ничего. Не, 15 я долларов. говорю приват school. Сколько Private стоит? school. Есть Сколько стоит? месяц $200, $150. Ну, $200 средняя цена в месяц. Средняя цена. Окей. Рентовать комнату или апартамент на Панама в зданиях $2000, 1800, 1050, Окей. $1500. Немножко вот отдельно Ага. $500. Ну, подальше, подешевле. Подешевле. Окей. Хорошо. И третья проблема какая важная еще в Панаме? Проблема здесь есть, это немножко люди. У них нету культуры. Бескультурные? Культурные, но очень все грязно. А, грязно. Не убираются, не чистят, не следят за этим. Люди, у них нет такого, чтобы, я не должен это там в улице. Нет у них. Все. Это огромная проблема. Понятно. И там политики чистят, хотят чистить, хотят все сделать. Ничего не получается. 23 года я здесь. Кто пришел, кто ушел, все разное. Окей. Все равно. Окей. Хорошо. Так, ну вот такое у нас было интервью Вот, с Богом, спасибо. с шеф-поваром. Как называется ресторан? У нас ресторан Manjares Caribeños. Вот. Если кто-то будет в Панаме, welcome. Если хотят нормальная карибельная еда, так они хотят видеть, что хотят кушать, поэтому мы сделали так с баней Марией, с витриной. У нас здесь маленькая кухня, если хочешь. Вот это название, да? Ага, Manjares Criollos. Окей. Не можно оплачивать карточкой, да? Тоже. Окей. Карточка и все, что как ты хочешь. У нас здесь машина кафе, Нескафе, хорошее кафе. У нас здесь все чисто. Кухня. Кухня есть. Холодильник, Ага. Плита. жарита и плита. Газ. Я думаю, хороший повар с одной плитой может сделать все. И там для стирания все, что надо. Это все. У нас очень четко все. Хорошо. Четко сделано. Все чисто, да? Чисто. Это очень особенно. Чистота. Для нас это первое место. Круто. Круто. Может быть, там других какой-нибудь что-нибудь. У нас все чисто, как в России. Понял. А какое блюдо рекомендуешь и какие блюда у вас есть? У нас, мы армяне делаем хороший шашлык. Я с мясом все делаю. А здесь делаете шашлык? Шашлыком все делаю здесь. Завтра будем немножко армянской кухни что-нибудь сделать, шашлык сделать, хорошие салаты сделали, очень свежие, вкусные. То есть у вас каждый день разное меню? Каждый день раз меню. И у меня там, я хочу через месяц открыть, где хлеб делают, как это по-русски? Пекарня? Пекарня. Хлебы хочу сделать. Хочу сделать российский этот черный хлеб сделать, лаваш сделать, Лепешки. матнакаш, лепешки, пирожки сделать. Все. Приезжайте к нам в Панаму. Блинчики, блинчики тоже хочу сделать. Хороший борщ сделать. Может быть, завтра будем суп сделать Все, круто. с сметаной. Кому понравился ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока. Спасибо.